Папа Коля, мама Оля и дочка Аля смотрят на дорогую бабушку Тоню и ждут, что же сейчас произойдет. И вдруг превратилась бабушка Тоня в мерзкое чудовище с кривыми перепончатыми лапами. Всем привет, гости и подписчики моего канала. Сегодня с вами мы поговорим о детских книгах. Многие из нас любили читать в детстве. Например, у меня была любимая книга «Волшебник изумрудного города». Авторы детской литературы пытаются писать для детей детские книги. Но что-то пошло не так. Чайнику! Это по куполу! Раз! Трах! Дах! Сегодня я вам расскажу о детских книгах жутких, которые не стоило бы читать детям. Даша и людоед. Автор Валерий Роньшин. Чего стоит фраза из его рассказа «Ангел-телохранитель»? «Ты чё, Салабон, клею нанюхался?» В его правдивой истории про комара Егора девочка Оля рассказывает, что живет с непутевыми родителями, которые толкают друг друга в лужу. В страшилке «Три поросенка-вампира» девочке Маше на дне рождения всякий раз приносили торты в виде кладбища, гробика. Вместе с ними она получала послание о приближающемся дне смерти. Но больше всего поражает история «Черное молоко», где все члены семьи боялись пить черное молоко, и вместо того, чтобы попробовать самостоятельно, они решили дать его попробовать своей родной слепой бабушке и посмотреть, что с ней произойдет. Хорошие родственнички, не правда ли? В итоге бабушка превратилась в страшное чудовище. Не может быть! Примечательно, что во всех рассказах автора этой книги красной нитью помечено нездоровое отношение друг к другу членов семьи. Что пытался он донести до неокрепших детских умов, остается только догадываться. Может быть, он считает, что таким образом можно подготовить ребенка к реалиям российской действительности? Или он считает, что развитое чувство черного юмора – это главное, что надо прививать детям в этом мире? Еще более странно, что это произведение слова, в кавычках, выпустило в свет издательство «Дрофа», которое выпускает учебники для наших детей. Я тебя, как культурный человек, культурного человека спрашиваю, ты сейчас какую книгу читаешь? Ты что? Люди давно уже заинтересовались волшебным действием слова. Недаром говорят, что слово может убить человека. Некоторые слова даже взрослому человеку страшно слушать. Они могут запрограммировать человека на болезнь, на саморазрушение. Дневник кота-убийцы. Автор Энн Файн. Создается впечатление, что автор этой книги, а также всех ее серий с продолжением, задалась целью при помощи черного юмора убедить детей в том, что в смерти и даже в убийстве нет ничего страшного. Со смертью можно играть, над ней можно посмеяться, а в насилии нет ничего необычного. Поэтому почти в каждых главах в детское подсознание заносятся слова и словосочетания «повесьте меня», «выдерите меня», «помешательство», «похороны», «изуродовал», «убил», «испустил дух», «мертвый», «с ума посходили», «голову потеряли», «побейте», «преступник», «пока не сдохнешь», «пошел на убийство», «собирается меня повесить», «пытается меня убить», «рыдайте на здоровье», «умер», «отчаяние», «сварите меня», «надуйте меня», «убийца во мраке», «полудохлый», «тошнотворный», «отвратный», «кошмар». Вполне возможно, что книги с подобным содержанием являются одной из причин того, что на сегодняшний день много детей болеют онкологическими заболеваниями, а подростки все чаще заканчивают свою жизнь самоубийством. Эти книги свободно распространяются в детских библиотеках и в книжных магазинах. Как гром греметь разучился. Савелий Низовский. Сложно сказать с уверенностью, что вообще происходит в содержании рассказов автора. Например, в его сказке «Как царь ушел в девочки» меня опять терзают смутные сомнения. Царь увидел у девочки бант и захотел себе такой же. Никакие преступные и не очень манипуляции его министров не смогли помочь ему завладеть бантом. В ходе криминальных событий рассказа все министры пали от смертельной красоты девочки. В итоге добрая девочка все-таки подарила царю бант, а он, ни за что не догадаетесь. Ты на что, царская морда, намекаешь?
ушел в добрые девочки, то есть поменял свой пол. Книги должны вызывать интерес у читателя, читаться с удовольствием. Если предположить, что серия книг шведской писательницы Перниллы Стальфельд могут вызвать какой-то интерес, то явно нездоровый. Содержание произведений автора как книга о смерти, книга о любви, книга о насилии, маленькая книжка о какашках даже в уме не укладывается. Автор почему-то подразумевает, что дети – это маленькие взрослые, которым надо говорить все без утайки. При этом неважно, как в будущем аукнется детям ее информация, облеченная в привлекательные картинки собственного производства. Как вы можете догадываться, это далеко не полный перечень книг, к которым детей лучше за версту не подпускать. Многие современные родители могут сказать, что такие книги весьма прикольные. Однако при существующих проблемах процветания наркомании, суицида у подростков, половой распущенности, стоит призадуматься, что читают наши дети. Я советую на начальных порах все-таки контролировать то, что читает ваш ребенок. Ведь содержание какой-то даже одной книги может стать причиной возникновения психологических и даже психических проблем у ребенка. Детские книги должны сеять в юных умах мудрое, доброе, вечное. Должны приносить ребенку полезные знания, формировать внутренний мир ребенка, давать понимание, что хорошо, а что плохо. На примере литературных героев дети выбирают для себя модели поведения, которым будут следовать. И на этом у меня все. С вами была Коврыгина Элина. Я советую вам обратить внимание на кнопки, которые находятся под видео. А в комментариях потом не забудьте написать, какая ваша книга в детстве была самой любимой. Всем пока!